май дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем играть в Кужлёвку. Приготовьтесь офигевать дальше, потому что в прошлый раз мы что-то не были к этому готовы, но сейчас мы попробуем приготовиться. Короче, у нас тут про африканца базар. Короче, африканца можно, они говорят, духами нормально форцуют. Давайте, но это последний, ведите себя прилично. Так, давайте, да, только если будете себя прилично вести. Жалко, что из тарелки никто поздравить не вышел. Ладно, давайте. Да, можем к ним обратиться. А, слушайте, а сам Михалыч-то вообще заходил в тарелку? Пробовал вообще что-то? Нет же. Come in, please. О, здравствуйте. Hello, mister. Where are you from? What's your name? Томас. Из института Патриса Лумумбы, так что можно без хеллоу. Вообще, я в Узбекистане живу. Извиняюсь. Ничего страшного. Спасибо, что впустили. Такая очередь, стоял бы год. Вы, я так понимаю, пришли просить у них мира. Я слышал, у вас там сейчас такие напряженные события. Это в Таджикистане, так что не совсем. Мир-то самой собой хотелось бы во всем мире, но если бы эта тарелка решала такие масштабные проблемы, кто-то уже попросил бы об этом. Да, Правда? они просят татуировки Да как вам свести. сказать? Нет, вроде был кто-то, но точно сейчас не вспомню. Там только Ну, Дорохов как хотел бы то ни Америку было, отменить, у меня а просьба так-то попроще. больше глобального не Сможет было ваша ничего. тарелка мне выдать аппарат для контроля климата? Нет. В масштабе планеты нет, однозначно. Мы с такими запросами не пропускаем. Она вообще все может, только вы сперва нам скажите, зачем оно вам надо. Ну нет, это же мы... Нет, человечество меняет климат умышленно. Но это ж надо все просчитать. Хотя это невозможно просчитать какие-то такие последствия. Короче, нет. Так ты ученый, он из института. Ну и что? Между прочим, второй ученый, который пришел сюда к этой тарелке. Думаю, нет. Не надо нам никакого масштаба планеты, вы что? Мы сельхозкооператив открыли. Бахчевые культуры выращиваем, а урожай от засухи никакущий. Вы меня, как агрария, должны понять. Вот если б выдали они нам какую-нибудь установку, чтобы дождь нагнать, мы бы вам на следующий год таких арбузов подогнали. Слушайте, так это надо просто теплицы сделать, нет? И там поливать электронный полив, нет? Мне кажется, это достаточно просто. Мы не поможем, нет, извиняюсь, таким не помогаем. Постараемся помочь. Ну, как аграрий понимаю, но должен вам сказать, что вход в тарелку вещь крайне непредсказуемая. Мы за вашу безопасность ответственности не несем. Нет, ну в целом, если размышлять на тему, каких людей можно показывать тарелки, а каких нельзя, ну, типа он вроде ок. Ну, что-то там хотел мира во всем мире, а теперь хочет арбузы выращивать. Ну, хорошо, Ну, в принципе, пусть заходят. Они там ему сейчас Да выдадут автополив просто. Понимаете, если я без нее вернусь, все, пропал урожай. А нам с сотрудниками чем-то надо семьи кормить. Давайте. Давайте. Мы люди, знаете, добрые. Так, природа, фермер, управление, погода, спасение, прибор, дождь, мощь. Мощь не надо. Давайте фермер. Погода. Природа. Блин, подождите. Фермер. О, я знаю. Прибор, дождь. Фермер получит защиту от погодных Нет, не катаклизм. Но есть один нюанс. Нет, давайте без нюансов. Погода. Защиту получит. Я не хочу нюансов. Управление. А если вот так? Получит агрегат для управления погодными условиями. Все, отправить. Я что хочу сказать, вот эта штука, это вообще рандом.
Он нас сохранил, короче, с прошлой серии. Сейчас перед тем, как мы этого Накатоми отправили в тарелку, мы выбрали то же самое, но не было никакого критического события, не было никакого искажения в этом сообщении, и он вышел и сказал то же самое. Я не поняла, что это за прикол, но слава богу, отправляйтесь, мужчина. Арбузики привозите, я запомнила, вы обещали, между прочим. Ничего не знаю. Вы себя прилично ведете? Вы мне обещали. Ничего не понимаю. Там никого не было. А эта штука мне просто в руки упала. Видели что-то подобное? Ну да, они все там были. Сейчас опять этот тип припрется и утащит. Он магазин открывать собирается, я вам говорю. Не надо было ему машину времени отдавать. Испытаем? Только аккуратненько. Да, давайте аккуратненько Давайте испытаем. попробуем. Давайте. Выключайте, там же люди стоят. Да я пытаюсь! Плохо пытаешься. Сейчас дверь выносить будут. Давай скорее. Попробуйте сами, я ничего в этом не понимаю. Ой, ага, так. Чё ты тупой, ты не мог Е зажать? Ты нас что, заморозить хочешь? А, Выключи извините. её! Извините, подождите, сейчас. Выключаю. Если разобраться, то штука хорошая. Да. А если не разобраться, карачун урожаю. Ладно, будем экспериментировать. Ну вы экспериментируйте без урожая-то. Безусловно, надо еще изучать это устройство. Ну, будьте здоровы. Арбузы обещаю. Спасибо. Не заморозьте тока. До свидания. Хорошей дороги вам. Мы его вне очереди, понимаешь, а он тут еще чего-то буровит. Барон Бахчевой. Не Ну что, говори. сядем мы отмечать, наконец. Узбек этот тоже не мог помидоров принести. Слушай, Степ, скомандуй своей, пусть пельмешек налепит. Ой, Я на работе. С командой. Пельмешки вечером. И на мясо скиньтесь. вот именно. Да какая тут работа? 4-й день здесь трешься. Забудь, нет у тебя больше работы. Что-то мы и правда с пустыми руками пришли. Я бы у инопланетян попросил, но по второму разу они никого не пускали. Так, давайте по уму сделаем. Сейчас пропустим кого-нибудь, и пусть поляну нам закажут. Ну, Вообще резонно. Они Жестоко это как-то. Они Ну, со то есть, своими это ж пришли попросту безнравственно. запросами. Давайте посмотрим, кто там у порога, а там уже и решим. Да какая разница? Они пришли со своими запросами. И мы их либо нам подходят их запросы, либо Там не пацан какой-то подходят. стоит. Голодранец. Беспризорник, что ли? Похож. И что? Пацан, говоришь, пацана впустите, детям надо радости дарить. Гоните в зашей, на сегодня хватит. Пускай приходит пацан. И никто никакую поляну заказывать не будет, алло. Ой, Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуй. салют. Клим, отойди. Мальчик, а где мама? К тарелке не подходить. Где мама? А мама, к сожалению, умерла. Ну куда вы идете? Куда? Нет сегодня больше приема. Это кто такие? Мы с ним. Видите ли, Лёша очень рано потерял маму. Он проделал к вам громадный путь из Ханты-Мансийска. Не без нашей помощи, конечно. Мы снимаем о нем фильм. Наш Лёша больше всего на свете хочет снова встретиться со своей мамочкой. Да, Лёш? Вы снимаете фильм, а вы нас не спросили, вы зашли просто к людям в квартиру. Вы нормальные, нет? Что нам его убить? Реально, кстати. Если он хочет к маме, а мама умерла. Добрый вечер. Вы предлагаете ее воскресить? Мы хотим ребенку чудо подарить. А как именно она это сделает, тут уж вам виднее. Нас молва народная привела. Но вот скажите, разве эта тарелка не исполняет желания? Неужели они не захотят помочь малышу? Вы «Кладбище домашних животных» читали? Вот вы почитайте. Вот вы почитайте, и такие мысли, они отпадут. Они у вас отпадут, знаете ли.
Ну, это просто такой, знаете, первый какой-то пришел. Как бы наверняка в литературе очень много примеров, типа, со всякими воскрешениями, и что ничего хорошего из этого не будет. Ну и оперный театр. Ну что это такое? Сказки Барда Бигаля, между прочим, про то, как он там воскресил девушку, в которую был влюблен, и все дела там с помощью философского камня. И что хорошего? Ничего хорошего. Вы с какой-то странной просьбой пришли, а мне бы самого мальчика услышать хотелось. Вот! Монстрика! Он хочет монстрика. Монстрик мой. Монстрика не дам, а забирай. А чё, реально, нахрена он нам нужен? Пускай возьмет. Вот этого монстрика. Лёша, а помнишь, как ты маму хотел увидеть? Угу. Лёша, подойди к тарелочке. Можно, да? Подходи. Видишь, тарелочка большая. И Как-то чё? все это... Что происходит? Лёша, дотронься до неё. Может, не надо, Лёш? Лёшенька, сынок, это я, твоя мама! Пишешь? Мгм. Благодаря совместным усилиям нашей компании и кужлёвских инопланетян исполнилась мечта маленького сироты Лёши. Мальчик наконец-то смог встретиться со своей мамой. Эта необычайная поездка к исполнителю желаний не была бы возможна без спонсорской поддержки со стороны корпорации О'Доннеллс. О'Доннеллс – это выгодные цены, качественное обслуживание и расчеты в твердой валюте. О'Доннеллс. Мы делаем капитализм с человеческим лицом. Все. Вот с этим лицом, это человеческое Было. лицо. А у тебя было? Дублики еще будем делать? Вы Дубликов? Я сейчас задохнусь. дублики делайте на улице, алло. У меня нет сил это комментировать. Степа, я хочу... Так, я хочу заявить в Действительно. милицию. Чей это ребенок? Да, У меня нет слов. Я сразу заметил, что грязь ему углем на лице размазали. У меня глаз наметанный. Так а что же вы их не выгнали? Да неудобно как-то было. Могли бы хоть копеечку после такого оставить. Да нет, да Что за просто народ? договориться заранее Вот хотя теперь бы. уж Окей, давайте вы там точно делаете заканчивать какую-то прием. подставу, но вы приходите к людям домой, скажите, мы будем снимать кино про ребенка. Да-да-да-да. Друзья, на сегодня все. Приходите завтра. Tomorrow, Так говорю, не приходите, делается всё. просто. Нельзя с нет, камерой завтра тоже зайти не к приходите. человеку Завтра домой. официальный Так не визит. работает. Вот послезавтра можно. Куда прешь, В очереди за водкой так не буянит, честное слово. Они, может, хотят заказать много водки. Так, да впускайте уже всех, ночью праздновать будем. Да в натуре, что вы собрались? 12 дня сидеть, квасить. Не, вовремя это было. Я же не Даже против коммунизма тортик. как такового. Просто рановато нам еще. Нам Загадать сейчас реальнее желание на вещи можно. посмотреть. А так, я Хрущеву очень благодарен. Счастливое время было, когда я учился. Девки-то ого-го были. 2 раза в путяге трипер летел, 1 раз мандавошек. А сейчас спит какой-то. Не понимаю я уже ничего. Мы поняли, Клим, мы тебя поняли. Да, спасибо. Так, давайте, что называется, без политики. Нет, совсем без политики, конечно, тоже не бывает. Это да. Я случай один вспоминаю. В Светломайске на такси ехал, там мужик один, в ГДР служил. Он с таким упоением рассказывал, как они брусчатку в немецком городе танком портили. Еще с подробностями такими. Они на Т-62 выворачивали там как-то, не знаю. А это уже 60-е годы были, получается. Он об этом, как о самом счастливом моменте в жизни рассказывал. Вот как когда я Люську мою встретил. А у него брусчатка. Нет, сложно все, конечно. Вот мне нравится один сейчас по телевизору показывают. Это Жириновский, да. Вообще, слушай, Горбачева, честно сказать, тоже уважаю. Я вообще А как что сказать, сидим-то, блин? кто к мужику человечно, Все поделаем. но при нем я уже алкоголизм лечил, а не трипер. А нынешний не знаю, не разглядел еще. Но пока очень нравится. И почему это без политики?
Вот сейчас балакают все как бараны. Я не политики, я не интересуюсь, я то, я... Думать боятся. А вот умыкнут страну, потом уж думать поздно будет. Вот ты, Степа, чему ты вообще служить собрался? Ты вообще чью форму носишь? Понимание-то есть? Клим, Ну все, мы не для этого собрались. Давайте по такому светлому поводу все наши разногласия за порогом оставим. Ну, Михалыч, за твое здоровье. За мои 6 лет. Кыш. Брысь. Ну кто там еще? Закрыто! А там Буш с Ельциным. Что это у вас Какие тут? люди? Ну точно. Здрасте, дядь Степа. Ваня. Кто такой Ваня? Деда, я это. Явился, не Опа! запылился. Это мой внук. Что за нелегкая тебя Здравствуйте. принесла? Подарочек тебе, конечно, прилетел. Такой не перебьешь. Ага, конечно. Приехал бы ты, если б подарочек не прилетел. Приехал, ну садись, конечно. Ну, дед, с днем рождения тебя. Красивое число. 68. 6. 66. 66, да. Просто Ну, 6, чтоб здоровье 6 только свечек у меня. прибавлялось. 6 лет Чтоб мне. внук радовал, чтоб работа ладилась. Ты у нас теперь не только герой войны. Ты у нас второй Гагарин. За тебя, дедушка. Спасибо. Спасибо, но будем. Он мало того, что моего возраста не знает, он имени прадеда не вспомнит. Да что ты доколебался до него? Твое Спасибо, здоровье, дедуль. что? Пожалуйста. Ой, у меня задергался глаз. Эти семейные разборки, это не по мне. А, вы все меня ждете или нет? Я уже все выпил. А, вот. А, надо налить. О, реализм. А, ну наливаем, наливаем. Я просто уже выпил все. Свою порцию. Пока вы тут трындели, сидели. Угу. Нет, если уж совсем по правде, мне есть что у вашей тарелки попросить. Они ж все могут. Рокер один погиб недавно. Очень я его уважал. Песни наизусть все знаю. Трагически погиб. Ну, в новостях, может, видели? Сой, что ли? Вот ничто не предвещало. ДТП. Под Ригой Ну. где-то. А мне, вы знаете, так хотелось автограф его. Вот честно, никаких там, знаете, глобальных планов. Ну, чтобы особняк там на Лазурном берегу, $1 миллион, не надо мне. Мне с ним как-то увидеться хотелось. Очень хотелось, правда. О, знаем такого, знаем. Может, Его с живыми спецслужбы начнем убили. видеться-то, ёперный Как театр. ну, волосатый такой, стулый, с бородой. Ну, вот этот, который... С бородой. Родина моя. Ну, как его? А еще что хочешь? Автограф тебе захотелось не то, чтобы дедушке ремонт свежий был, а автограф. Мне тебя пускать боязно, но если захочешь, все можно. Не знаю, что-то это какие-то манипуляции вот эти непонятные какие-то. Ну, не воспитали в нем уже. Ну, что теперь? Вот, ну, что? Что к нему приставать? Ну, вот я боюсь, что он может и фигню какую-то попросить. Что-то он какой-то просто ненадежный. Не хочу его показывать инопланетянам. Нет. Дедуль, ну ты чё? Ну, ничего. Ремонт я тебе и сам сделаю. А тут же- Делай. Тут дело такое сложное. Ну, ты... Я б Хендрикса вот так увидеть хотел. Красивая мечта у внука, Михалыч. Ты давай, не вредничай, запускай бандуру. Окей. Только давайте ладно. как-то пространство организуем, а то неудобно. А вдруг он тоже выйдет? Да не дай бог, он помер. Куда он выйдет? Готов. Ну, пусть молодняк попытает удачу. Слушайте, нет. Рок-шансон, творец, воскрешение. Какое воскрешение? Музыкант, рок, творец. Ваня получит голографическую пластинку формата... Я такого формата не знаю. А если воскрешение, Ваня получит... Ага. Аня. Так, получит... А, карманного формата. Хе, шансон-то ему зачем?
Слушайте, так тут одно и то же. А если... Да пофиг. Тут пофиг. Пофиг. Идите. А это вот рандом. Ну... Вот, видите, как прекрасно. И внука порадуем. И ремонт выпросили себе старые. Ну и прекрасно. Не поминайте лихо. Такие все смешные, пафосные. А вообще, я не могу. Пластинку дали какую-то. А внутри как под прожектором. Чуть не ослеп. Тарелку какую-то в руки вложили и все. Ну Назад вот. как-то само засосало. Вы эту хрень точно не сами из цистерны сварили? Никому не расскажу, честное слово. А это что? От кастрюли, что ли? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. На тебе от кастрюли. Офигенно! Чё он не радуется? Так, а это я должна пресечь, да? Иначе он весь альбом сыграет, правильно? У нас с вами нет столько времени. Красиво. Да, круто. Ну, таскай теперь с собой в чемоданчике. Девки, знаешь, как клевать будут? Да не то все это. Синтетика. Да, а что ты хотел, чтобы его оживили? Я тебя еще раз спрашиваю. Ты «Кладбище домашних животных» читал? Угомонись. Все-то вам мало. Вот, потому что при жизни надо людей ценить. Ты понял? правда думаешь, что я только из-за нее приехал? Да я Нет. приехать не мог, потому что выживанием сейчас все заняты. Да, Понимаю. и студенты тоже. Это у вас, можно сказать, условия тепличные были. А сейчас даже шоколадку девушке за целую стипендию не купишь. Вот и кручусь. Кручусь. И времени никакого ни на что нет. Сел на электричку и приехал. Я в твоем возрасте знаешь, откуда к деду ездил? А меня дочь вообще не вспоминает. В Израиль уехала. И вот так все близкие. Кто на кладбище, кто в Израиле. Ты разве тоже еврей? Чё? Нет! Мы сильные. Я племянник князя Юсупа. А, понятно. Только как это объяснять, что он Поеду, не еврей, деда. я не знаю. Электричка через час уже будет. Давай. Ну куда тебе в такую рань? К нам гости завтра важный приедут. Да оставайся, чё ты? Вечером там столпотворение будет. А я люблю один, в пустой электричке. Едешь, в окно смотришь, про свое думаешь. Давай, Ну, девушка, давай тогда. я скоро приеду, обещаю. Дядя Вась, привет. Здорово. Молодец, пацан. И ведь по твоим стопам идет. На кого? На геолога? Ну, почти что ты и хотел. Ладно, давай крайнюю. За молодежь. Давай, блин. Сейчас приготовьтесь, будет сон. Сейчас. А теперь, Михалыч, слушай сюда. Хочешь большое дело сделать? Уснуть. Сам до сортира доеду. Так, допустим. К нам завтра приедут виновники всех наших бед. Они захотят войти в тарелку. Дальше сам поймешь? Ты что затеял, террорист? Тарелка ведь очень по-разному реагирует на разных посетителей. Вот и сделай так, чтобы эта бандура достойно отреагировала на наших гостей. Ты найдешь для нее нужные слова. В этом я не сомневаюсь. Ты чё удумал? Да ты что, это ж покушение ни в коем случае. Да, блин, там все равно обвинят. Ну, даже если, типа,
Даже если мы из лучших побуждений будем все правильно выбирать на этой бандуре, а случится вот эта рандомная там критическая ошибка, какое-то критическое там событие, все равно нас посадят, понимаете? А если уж мы специально сделаем, то нам точно жопа. На большой риск толкаешь. Другого шанса не будет. Я все спланировал. А что ты Достаточно думаешь? просто дать Это им войти и не не так дать выйти. работает. Они ж не цари, Когда дело алло. сделано будет, так на весь Алло. мир и объявим Кужлевку мировым заповедником революции. Тут камер будет, ого-го, даже телеграф штурмовать не придется. Решайся. Они же не цари, это не так работает-то, алло. Это Кужлевка? Это Кужлевка. Нет, это Валерий Михайлович. Из Кужлевки? Да. Замечательно. Добрый вечер. Хотел вас проинформировать по поводу грядущего мероприятия. Первые лица приедут, значит, к 2. Просьба, но без всякой символики не нужной. К вам декораторша девушки заскочит с утра. Прибраться помогут. Небольшой списочек допущенных составьте тоже. Но много не надо. Друзья, родственники, человека 3-4. Вот они все здесь спят Охрана уже. на территорию в 9 прибудет где-то. Значит, просьба большая. Безо всякой, пожалуйста, политики. И символики ненужной, опять же. Типа Да. приедут политики, Всё, чтобы собственно. без всякой Спасибо. политики Всего доброго. было. Решай, решай. Решаю. Решаю сон посмотреть психоделический очередной и охренеть от жизни. Опять же. Акт 9. Урок тщетности. А сколько вообще актов? Ой-ой-ой-ой-ошечки. А чё это? О, это же наша люстра, нет? А что случилось? Так, письмо из Кужлевки Валерий, скребя сердцем, сообщая, что мать с отцом не дождались. Первым отец ушел, недели не прошло, за ним и мать зачахла. В живых, партийных, дееспособных и грамотных в Кужлевке не осталось. Всех немец перебил, бабы да детки одни. На тебя возлагаем большие надежды, что продолжишь дело отца, иначе колхоз будет распущен. Участковый милиционер Кузьма Белов. Жуть какая. Ну, здравствуйте. Там вон ступа какая-то летит. Ну это вообще, ну пипец. А, мы же бегать умеем. Мы же нормальные люди. Маленькая какая-то пирамида. Ой, подождите. А, нет, отсюда мы пришли. Просто что-то так выглядит, как будто какой-то вагон поезда. Я подумала, что типа, а что это такое? Мы тут не были. Головоломки диковинные. Сейчас просто поднимем все рычаги. Не поднимем, да? Я думала... Блин, только не говорите, что их надо типа в нужном порядке. А как понять тогда, какой порядок нужный? Нет, такое нам не надо, пожалуйста. А, вот, смотрите. Это должен быть вниз, этот вверх. Следы остаются. Ёпа, мама, поглядите. Кто бы мог подумать? Прикол. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Так, а там чего? Ага. То есть эти должны друг на друга смотреть, а эти в разные стороны, да? Да, сейчас так и сделаем. Так, сейчас мы и сделаем. Смотрите. Вот так, оп. А тут вот так вот. Отворяйте ворота. Чувствуешь себя, Лара Крофт?
Я всегда чувствую себя Ларой Крофт. Начнем с этого, да? Не оскорбляйте, пожалуйста, мои Лара Крофтовские чувства. Нет, следы остаются, вы гляньте. Нам вот к этому человеку, мне кажется, у нас к нему есть вопросы. Валера, ты приехал. Да. Что это за место? Храм, да, вот приехал. Да. Добро пожаловать. Но если еще питаешь какие-то надежды, можешь, конечно, вернуться на вокзал и подождать поезд. А я бы на твоем месте задержался. Вот задержимся. Да так не похоже, что туда еще что-то придет. Чё, туда уже что-то придет, честно сказать. Я, пожалуй, так сделал все. Нет! Кэш, ничего и не обещай. Говорю же, может придет, может не придет. Не придет, ничего страшного, задержишься. Да я не пойду никуда. Мне домой надо. Измываться будешь? Да что ты суетишься? Вон, дедуля Степин же черным по белому пишет. Отец с матерью не дождались. Ну, я, конечно, соболезную, но кто там дома-то остался? Старики неграмотные, косые кривые, разруха сплошная, с сортиром во дворе. Они же все твои мечты и надежды вот в этом самом сортире и утопят. Так. Тебе в Москву уехать надо, на палеонтолога поступать. Ну, сдалась тебе эта деревня. Вот оно чё. Меня ждут. Какая теперь разница от вас ни в Москву, ни в Кужлёвку не уехать? Меня живые люди ждут, я их в беде не оставлю, кроме меня им рассчитывать не на кого. Какой ты сердобольный. У вас партийных с христианами очень много общего. Ну, на бумаге. Да. Только Христа нет. Так и у нас его нет. И сирых тоже предостаточно. И помощь бы им твоя тоже не помешала. Так какая тебе разница, на чьих убогих свою жизнь разменивать? Разменяй на наших. Понятненько. Это даже как-то благороднее. Там-то твои убогие собственные, а здесь чужие. Первосортное убожество. Буквально рабы. Ну просто беспросветная серость. Познакомься с ними, тебе очень понравится. Ты же от такого безумия. Кто сказал? Ну и где этот ваш колхоз? Кто сказал мяу? Это я типа ноги переставляю. Кто сказал мяу? Тебя уже все ждут. Иди. Куда? Тут 2 хода-то, алло. Понятно, ладно, 1. Хорошо. Пойду. Схожу. А кто все-то? Вот. Неземное предложение. Ваш бесконечный джин. Слушайте, эти восклицательные знаки, как капли крови. Такие какие-то, знаете, зловеще выглядят. Чего? Кто меня ждет-то? Нет здесь никого. Что тебе надо? Что ты смотришь? Ты мне скажи, куда идти. Люди знают о твоем возвращении. Иди к ним. Куда? Обратно? Не... вон кища. Ёперный театр. Ты бы хоть еще раз мявкнула. Что за... Ага. Мне к вам, что ли? Я за кошкой бежал. Ну, вы, конечно, интересные люди. Рахотеп, ты вернулся. Но я не вижу ни золотой колесницы, ни добычи в руках. Неужели кроме тебя никто не выжил? А где ваши пупки? Я Валера. Меня Валерий Михайлович зовут, вы меня с кем-то перепутали. Нубийские колдуны отняли разум нашего хозяина. Мы погибли. Стойте, стойте. Хозяин, вы что? Не надо никаких хозяев, человека. Человек человеку товарищ, вы же не рабы. Так, что вы будете... все что... Ну... Господин, но ведь мы и есть твои рабы.
Да я не господин никакой. И что будете делать, все, что прикажу. И конфеты за меня есть будете. Ну все, довольно. А теперь напомните мне, что тут за горький катаклизм приключился, а то я в самом деле, видимо, все позабыл. Ты собрал всех сильных юношей и по воле фараона ушел побивать нубийцев. Но вернулся лишь ты один. Ну, хреново мне пришлось. Зачем побивать? За что побивать? Обидели они нас чем? Так, интересно. Они не хотят жить с нами. В их стране не держат рабов, и они не желают говорить на нашем языке. Не охренеть умничай, теперь. женщина! Они не желают говорить на нашем языке, и в их стране не держат рабов. Ну, теперь-то все стало намного понятнее. Спасибо, мужчин, что объяснили, а то она действительно что-то пролепетала непонятное. Так, странные вы. Смотрю на вас и думаю, что винить их в нежелании жить, как вы, довольно трудно. Так, и что их теперь побивать за это? Строго говоря, ненависть, которую мы испытываем к нубийцам, это наша как бы незаконная ненависть к фараону. Законно перенаправленная на соседнее племя. Со мной многие не согласятся, но я уверен, что когда наши воины предают огню нубийские дома, они представляют дворцы фараона и его жрецов, до которых не могут дотянуться. А вот нубийские жилища, они прямо там, под рукой. Я вообще довольно долго над этим размышлял. Это заметно. Предлагаю термин «отраженный ресентимент» для описания этого занимательного феномена. Что ж, очень интересно. Уэй. Нет, а чё, очень Это даже не интересно. нашего ума было. дело. Я только повторил твои слова, мой хозяин. Ты нас так учил. Я такое не говорил. Нет, такое никуда не годится. Своя-то голова есть на плечах. И за что его сожгли? Реально, за что? За то, что сеял смуту среди народа. Пока у людей не было их хозяина, эти несчастные рабы поклонялись нам. Мы знаем, ты не их хозяин. Ты самозванец. Это я их званец. Я себя вообще никем не называл, с если места что. И избавить их от песчаных бурь. Иди в пустыню, туда, откуда дует смертельный ветер, и заткни горловину его источника. Сейчас я твою горловину заткну, знаете, что будет тогда. Так, а ты еще кто такой? Такой, по-моему, это женский голос. Что угодно, лишь бы уйти отсюда. Мы те, Ты еще кто не такой? давал этим людям забывать о лике власти, пока их хозяин отсутствует. Думаем, он уже не вернется. Ну, Но надо тебя думать. Я бы это сюда уже тоже не не вернулась уже. касается. Отправляйся в пустыню, самозванец. Да я не самозванец, они меня званцы. Я не звался никем. О, мне в тарелку. Все, бывайте, пацаны. Мне вот это вот не надо. Я сейчас заткну горловину и пойду. До свидания. О, мне к бандуре, да, нет? Да. Стой. Ты хорошо подумал. Это песчаная буря, непробиваемый занавес, защищающий окружающий мир от этих людей, а их от окружающего мира. Они не хотят свободы, они рабы и хотят превратить в таких же всех окружающих. Так лучше для всех, поверь мне. Они никогда не изобретут будку гласности. Махни рукой и просто уходи. Что же мне с тобой делать, дружище? Да я даже вообще не знаю. А, R.
Пощадить духа или убить духа. Ой, посмотри, тут фотография с внуком нашим. Можно покурить и подумать. Так. И получается, если... Нет, ну слушайте, ну никто не заслуживает изоляции. Ну, типа в масштабах... в масштабах страны. Ну, типа, это странно. Они, наоборот, должны увидеть этот весь мир и посмотреть, что можно жить-то и по-другому. Можем и бухнуть в целом. Знаете, такая ситуация непростая, да? Надо нам как-то это все, знаете, тут без пол-литра не разберешься вот так просто, да? Вот я не знаю. Вот я не знаю. Пощадить духа. Как же сложно-то, господи, почему так сложно? Я бы, если честно, убила бы духа. Я правильно понимаю, дух бури имеется в виду, правильно? Я бы его вообще убила. Ну, потому что они просто не видят, что это они белые вороны везде. Они думают, что они вот живут правильно, а только какие-то нубийцы типа сбились с пути. А они должны понять, что это все так живут, а они одни только не доперли еще. Мне так кажется. И все люди хотят свободы. Хоть какой-то, мне кажется. Хоть в какой-то степени все хотят свободы. Просто надо дать образование какое-то. Конечно, когда у тебя нет образования, зачем тебе решать проблемы? Зачем тебе шевелить мозгами? У тебя там есть какой-то хозяин, он тебе сказал, и ты как бы делаешь. А если в людях развивать вот это вот мышление, да, вот это вот все, тогда они же обязательно свободы захотят. А как они будут развиваться, если они будут ото всех закрыты этой бурей дурацкой? Кивают мне. Короче, я убиваю духа, я ничего не знаю. Такой вот я добрый человек. Убью духа. Они даже не скажут тебе спасибо. А я не за спасибо это делаю, я потому что так считаю правильно. Пусть не скажут. Они не сейчас это поймут, все, не завтра. Но должны обязательно когда-нибудь понять. Что, еще раз бухнем? Что теперь? Надо к ним, наверное, обратно вернуться. Вообще надо, там, жаль, там не было варианта просто свалить. Я бы просто ливнула, конечно, из этой ситуации. Зачем мне надо вот это все? Не понимаю. Это кто такие? Самозванец, ты остановил бурю. А чё ты меня остановил? Мы дадим тебе уйти живым. Спасибо. Если наш хозяин погиб, то мы должны следовать за ним. Предлагаю принести в жертву его, а сами последуем за хозяином, когда время придет. Мне вот недолго осталось. Ты ж сказал, вы мне дадите уйти живым. Ожидал от них благодарности? Нет. Честно говоря, не ожидал. Но расхреначить этот проклятый телевизор — отдельное удовольствие. О таком меня точно не предупреждали. Вот так скажу. Здравствуйте. Я преподал тебе урок тщетности, Валя. На какие-то события повлиять нельзя. А если будешь упрямствовать, всем сделаешь только хуже. Ага. Ага. А что не так? Что я сделал не так? Я же буквально сделал то, о чем вы просили. Так, ну что, обосраться теперь? Давай сюда билет в Кужелевку, меня там еще ждут. Надоел мне ваш Египет. Ну, давайте, ну что? В этом суть урока тщетности. Даже если ты сделаешь все так, как от тебя требуется, случаются на свете вещи, которые ничем уже не исправить. Ты можешь согнать их, лупить нещадно, пытаться учить уму-разуму. И это все будет напрасно. Тут как горох об стену. Даже Луначарский уже не сделал бы из них людей. Ну, невозможно. Ну, время. Сколько ты их не воспитывай, такой подход ничего на место не вернет. Потому что во Вселенной вообще ничто не возвращается на то же место, где оно когда-то побывало. Вот именно, ты себе противоречишь. Вот как сейчас.
Пока нас заметает песком, хочу... Побриться с утра не забудь, Валера! Фараонов все-таки встречай! Нет, он говорит, их ничем не исправишь, но при этом во Вселенной ничто не возвращается в ту же точку, в которой было когда-то уже. Типа дважды в одну реку не войдешь, поняли? Типа, в смысле? Как раз время их и исправит. Здрасте. А чё американский флаг, а российский? Ну еще Вы знаете, типа не портретик с российский. печки лучше убрать. Чем тебя Ленин не устраивает? Я к нему в рот Ты запрыгивала в рот к Ленину? Вот и не тренди. Молодая еще. Уйди. Чего это? Не будем ничего убирать. Я так не договаривался. Ну, раз лучше, только кого на его место поставить? Философский вопрос. Я старый дед, брюзга. Скажу нет. Ну ладно, хрен с ним, я же согласился. Мне сказали, никакой символики. Ну ладно, убирайте ваши. Ой, знал бы кто. Что? Знал бы кто кого на его место? Опа! Ну, каково? Ты чё, с Сираштанова снял, что ли? Господи божечки. Вы неотразимы. Это, наверное, чистейшая шерсть. Наверняка. Какой там? Бери выше. 21 век. Чистый полиэстер. Гадость какая-то. А то роскошный костюм. Ну, конечно же. Ну, так. Ну, лучше Чай не надел студентов встречаем, человек. картошку копать. У меня вообще такое ощущение сейчас. Ну, как на Новый год. Климушка, такой ты замечательный. Аналогично. Праздник через час, а салат не готов. И все уже пьяные. Не знаю, беспокойство одно. Ну да, беспокойство. Да чего тут беспокоиться? В новую эру вступаем. Пирожков напекла с О! картошечкой. Может, выйдут наконец? Вы уж тоже предложите за ножки. О, вот это кстати. Все не ешь, гостей дождись. Валерка, по рукам его бей! Да я до торжественного обеда даже не притронусь. А он же будет? Будет. Ну, какой-то но не фуршет. здесь. По-моему, вы не приглашены. Как? Да ну. Тогда зачем оно все надо? Действительно, человек как Нового Валерий года Михайлович, ждал. Нам надо непременно выставить к их приезду все инопланетные артефакты и требовать признания НИИ уфологии государственным учреждением. Все понятно. С соответствующим финансированием, конечно. Мгм. И даже козу привезти надо бы. Но ни в Я коем случае не думаю, они раскрывайте про им уфологию в предназначение целом машины догадаются, времени. да? Скажите, Они приехали-то для что чего? микроволновая печь. А вот глобус я принесу попозже. С ним есть парочка интересных моментов. Каких? Что он не, что Земля не такая круглая, как глобус. Ой, здравствуйте. Ну как вам? Что она приплюснутая немножко. Ну так это для удобства. Что ты пристал с этим глобусом? Замечательно. Непорядок. Замечательно. Хорошо. Замечательно. Я выгляжу. Как в мою счастливую молодость. Классный дед. Ой, правда? У вас, наверное, такая интересная жизнь была. Да обосраться. Расскажите. Особенно, когда японец мне позвоночник прострелил. Так было интересно. Молодость у меня была прекрасная. Отец, между прочим, старый большевик, впроголод держал. Ни единой государственной копеечки не украл. А в 18 лет, значит, под самый конец войны призвали. Так до первой отправки в бой инвалидом на всю жизнь снайпер оставил. А когда я вернулся, весь колхоз на мои плечи лег. Потому что кроме меня ни одного мужика на всю деревню не выжило. Колхоз голыми руками поднимали, с бабами да детьми. За каждый колосок боролись. Чтоб теперь прахом все пошло. Так что счастливая была молодость. Ладно, я закончила. Никому не интересны наши истории про жизнь. Ну а что, она спросила, я ответил. Не хрен было спрашивать тогда. Ага. А вот налево посмотрите, пожалуйста. Посмотрю налево. Вот тут тень какая-то нехорошая. Нехорошая. Теперь направо, пожалуйста. Направо, сейчас посмотрю, подожди. Замечательно. Угу. Так ты же ничего не поправил.
Это все замечательно. Кто это? В какие-то политические партии входите? Да было дело, но сейчас ты не поймешь. Из КПСС не выходил и не собираюсь. Ну и вообще-то как бы не поймешь. Понял вас. Значит, смотрите. Говорить ничего не надо. Спокойненько здороваемся, руку жмем. Когда шутят, смеемся. А как понять, когда господин шутят? Буш шутит, тоже смеемся. Даже если не поймете. Че, все время ржать? Просто на других смотрите. А. Все смеются, и вы смеетесь. Хорошо. Провокационных вопросов задавать не надо. Так вообще говорить не Вас надо. самого Как я вопросы спросят, задам? как живется. Хорошо. И что надо ответить? Ой-ой. Вот в этом вопросе я рискую... Я и рискую попытаться. Ой, посыпаться. Лучше без него. Но так, без фанатизма. Скажете, консервы дорогие стали. А то они не в курсе. Эти часы, они прям нам не дают покоя. Здравствуйте. Ой, как похож! А Буш не похож. А Ельцин похож. Я И козу привели. имею высокую честь выступить здесь, в маленькой деревне, на просторах великой и свободной страны. А это Сталин. Как впервые Посмотрите. за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, понимаешь, сделавший свой выбор в пользу свободы и Сероштанова демократии. приперли, он Долгие годы жители планеты Земля отказывались признать себя единой семьей. Ну, по всей видимости, одной из тысяч, если не миллионов, существующих во Вселенной. И это самым трагическим образом отражалось на судьбе человечества. Мир сотрясали штормы и конфронтации. Он был близок к тому, чтобы взорваться, умереть и не воскреснуть. Теперь этот дьявольский сценарий уходит в прошлое. Разум одерживает потеряла верх в нить, борьбе с кстати. безумием. Завершился период, когда государства Земли держали друг друга под прицелом и в любой момент, понимаешь, были готовы нажать на спусковой крючок. Ну расскажи Сегодня мне. мы бесповоротно вступаем в новый мир, в эпоху всеобщего процветания и благоденствия, в эпоху человечества. Мы протягиваем руку нашим инопланетным гостям, потому что надеемся найти в их лице верных друзей и наставников. И хотя они пока не решаются показать себя, они успели сделать много добрых дел и поделились с нами целым рядом чудесных артефактов неясного предназначения. Господин президент, А суфлер где? вам слово. Как он смог так много сказать? And minefields between the nations is being removed, foot by foot, mile by mile. Just as the bears are coming down in Eastern Europe, so must they fall throughout all of our planet. Let our entire planet be next. Ladies and gentlemen, it's time we announce the dawn of a new era. Farewell to separate nations. Long live the humankind. То же самое, короче, сказал, просто за 3 предложения, а не вот это вот. Сейчас или никогда. Вася. Игнорировать, ну, Вась. Я не хочу. Эти Получим выйдут новое вообще? достижение. Продавец душ. Почему? Что он сказал? Эти выйдут. Не факт. Они до сих пор такого желания не Мы выражали. как-то с ленточкой, понимаешь? Ну, разрежьте. Выражаем надежды, что скоро инопланетяне выйдут из тарелки, открыто заявят о себе, понимаешь? Вы и Сталина помогут зачем всему позвали? Он человечеству стоит вон рядом с в камерой. достижении высшей цели — мира и демократии на всей планете.
Спасибо за внимание. А я бы, с вашего позволения, еще разок зашел. Вечером. Пообщаться. Приходите, пожалуйста. Надо водку убрать. Не успели. Ладно. Пенсии вы ваши выиграли. Завтра распоряжусь, чтобы раздали. Все. Наигрался я. Так я что сказать-то хотел, а? Без свободного рынка такой аппарат они никогда не собрали. Почему же? На ракеты американские посмотри. Нашими-то только и инопланетян распугивать, а у них такие гладкие, чистенькие, аэродинамичные. А я говорю, что они коммунисты. Почему? Потому что они уже исчерпали интерес к собственной планете. Вы представляете, Или насколько уничтожили хорошо её они уже знают нахрен. свой собственный мир? Их планета им известна до песчинки. Нет, а мы это даже не совершенно знаем, кто на не- дне Марианской впадины живет. Не точно. А я вам хочу сказать, что вы за сотни лет первый, кто русского мужика в покое оставил и никуда насильно не тянет. За это я вам хочу спасибо сказать. Извините, как не тянет? А разве к капитализму вы нас тянете не насильно? И не постепенно, как Горбачев, а практически в директивной форме. Мишка Горбачев сознательно никого никуда не тянул. Как нефть упала, он так дырки и затыкал, как умел. Ничего мы не насильно, никого не насильно, ничего. Кто вам мешает кооператив еще одна открыть? нам в золотой фонд цитат. Бандиты. У нас случай один был в соседней деревне. Прям с ментами тамошними приперлись и колхоз отжали. Дикий Запад. И на нас сейчас один виды имеет. Мгм. Порядка хочется, законности. Вот при Андропове, я вам скажу, хорошо было. Понятненько. Ну, хорош. Ну что вы накинулись? Дайте президенту отдохнуть по-человечески. Я, к сожалению, тревожные настроения коллег вынужден поддержать. Мы в коллективном духе воспитаны. Нам сейчас совершенно непонятно, как жить индивидуально. Но это как все радовались, что «О, крепостное право отменили». А чё его отменили? Они, эти крестьяне, не знали, что им делать. У них не было ни хрена, ни земель, ничего. И они такие свободные. Теперь зато ни образования, ничего. И они такие здорово, свобода. Ну это вот как про вот этих тоже. Она им и не нужна, свобода, когда у тебя ничего за душой нету. Зачем тебе эта свобода? Как? Что ты будешь с ней делать? Послушайте, давайте о чем-нибудь другом. Вот скажите лучше, почему вам не войти в тарелку? А я не знаю, он вообще норм чел или нет. Может, его не надо инопрещенцам показывать. Ну, давайте вот это выберем. Вы должны ощутить себя собственниками. Так чтобы Понятно. ощутить себя собственниками, нужна Отныне собственность. Вы работаете на себя, и все в ваших же руках. И тогда пойдет у вас дело. Мгм. Ладно, уже пора бы потихоньку, но перед тем, как уйти, позвольте скажу тост. Так. Давайте, несмотря на все наши разногласия, беречь Россию. Давайте сделаем так, чтобы нашим людям никогда не приходилось считать копейки, чтобы их с распростертыми объятиями ждали во всем мире и с интересом и уважением
относились в любом уголке планеты, чтоб не знала наша Россия войн и несчастий, чтобы и в самой России свято блюли понятие человеческой чести, достоинства и взаимоуважения. Я в это верю искренне, и все у нас обязательно получится, если русский человек поверит в демократию. Ну, будем. Опять все меня ждут, да? Интересно, он правда во все это верил? Он таким показан, реально, таким душевным. Замечательные слова. Да. Ну, Даже посижу не я знаю. еще 5 бутылок, минуточек и поеду. Ничего себе, у вас там Хорошо у минуточки вас тут, долгие. У нас тут очень хорошо. Ой, смотрите, Ох, как ровно. А, нет, мир. И где мой чемоданчик, ё-моё? Ты кому угрожаешь? Я тебе сейчас напомню, что такое Россия. Бандуру разбил. Что такое? Слушайте, вы можете охранника за минералкой посылать, бог с ним, с телевизором, только не шумите, голова болит. А телек мне новый кто купит? Привезу я тебе новый телек, дед. Японский. Меня японское уже Я привозили. тут как-то Цветокор понажимал, странный, это и сон. мне другие отвечать. Да, у меня уже стали. серия кончилась, вы Ну, задолбали. на радио волну поймал, а там какие-то хамили. Ну, я им в ответ тоже пару ласковых. А как еще? Да ложитесь, подумаешь, там ни с какими другими разговаривать нельзя. А в чем разница? Давайте так. А это тогда кто? Да это сон, я вам говорю, ложитесь спать. Башка тряси. Что происходит? Нет, Америка реально. напала. А я знал, что Да не какая, надо нам с ними посмотри! брататься. Знал. Товарищ президент, дайте приказ. Я ко всему готов. Вы под надежной защитой. Устал я что-то. Ухожу. Сашка, заводи машину. Поедем мы. Нет, слушайте, карты на месте. Инопланетное вторжение. Где противовоздушка? Вы куда? Эй! А это что, конец игры, что ли? Началось вторжение. Это был разведывательный аппарат. Они нас обманули. Почему президент бежит? Потому что это жопа. Ему кто-то нахамил. Он кому-то нахамил. Мне очень не хотелось вам об этом говорить. Мы и так вступили в чрезвычайно опасный контакт с технологиями, к которым мы пока что просто не готовы. Да говори ты! Не хотим мы тут подыхать. Ну уже! Чего? Хорошо. В общем, это звездная карта, которую они нам подарили, вещь не самая простая. Посмотрите. Что? Видите? Карта очень подробная. Тысячи космических тел. Вся наша галактика. И даже больше. Приближать здесь можно вплоть до самого крошечного домика. И чё? Я сперва не понимал, зачем бы ему понадобилась такая подробная карта отсталой системы. А потом мне все стало понятно. Это не просто инструмент навигации. Это телепортатор на антигравитационных принципах. На эту карту нанесена вся Вселенная. Пожалуйста, не надо сейчас ничего объяснять, у нас нет на это времени, говорите, что делать. Да, блин, вообще-то да. Все очень просто. Смотрите. Мы должны телепортироваться. Что ты делаешь?
Я узнал это совершенно случайно. Когда Что ты просто пытался сделал? найти на этом глобусе расположение своего лаборатории. Я нажал на него пальцем и мгновенно туда перенесся. Не сразу понял, в чем дело. Но факт есть факт. Это не средство навигации. Это транспортное средство. Нам просто убежать, но... Никаких «но». Сейчас нам надо быть на 100% уверенными, что все получится, потому что начать придется сразу с эксперимента над человеком. И сделаем мы это с помощью их аппарата перемещения во времени. Эта машина создает вокруг себя червоточину, то есть вторгается в материю времени. Значит, нам надо объединить воедино функционал машины времени и телепортатора. И у меня для этого есть необходимый инструмент. USB-провод. Полюбуйтесь, кабель на присоске. Других способов спастись Ваш вариант я сейчас лучше. не вижу. Нам надо подпитать звездную карту от сильного источника энергии. И потом тихонечко, предельно аккуратно, ни во что не вмешиваясь, ни с кем не вступая в контакт, стараясь даже жучка не раздавить, перенестись всего на день и подстроить все так, чтобы они не зашли в тарелку. Так они не заходили в тарелку. не Кто-то подпускайте их скажите к мне ней на момент, пушечный когда они выстрел, вы заходили не в поняли? тарелку. Второго шанса может не быть. Да как их не подпустишь? Это ж целых 2 президента. Один даже американский. Хрен, что возразишь. Вот для этого нам и нужна звездная карта. Вы должны предупредить их вдалеке, не дав им даже подъехать к деревне. Нужно попасть прямо в спальник к Ельцину или Бушу. Лучше всего к Ельцину, потому что английского вы не знаете. И вот тогда-то обо всем предупредить. Поняли вы меня? А если не получится, то, скажете, что санитарный день. Нельзя и все. Гениально. Что гениально? Про санитарный день. Ну так Ага. всегда ж работает. Нет, не санитарный день. А вот возможность изменить что-то в прошлом, еще и в любой точке мира, это же гениально. В историю лезть нельзя. Последствия могут быть какие угодно. Это-то вы понимаете? Да. Вмешательство должно быть абсолютно деликатным. Ясно вам? Не Да надо даже убивать Гитлера в утробе. деликатное Не надо воскрешать Ленина. вмешательство не надо спасать может. Иисуса. Не надо испражняться в первичный бульон. Вот да. Так, не выдумывай, Вася, мы так только новые проблемы наплодим. Давайте думать, как нам теперь ее к питанию подключить. Ну как вы сами не понимаете, что план, извините меня, дерьмо? Куда вы собрались отправляться? В спальню к Вы что, точно Ельцину. Ты знаете, что, где у тупой? Ельцина спальня? Да. Мы либо действуем глобально, либо погибаем. А почему нельзя было просто с ним не бухать? Да. Ох ты! Кто про не бухать заговорил? Да он сам пузырь притащил. Как ты себе это представляешь? Должностное лицо с пузырем, а мы его за порог? Нет, вы посмотрите. Санитарный от нас день. сейчас головешки одни останутся, а у тебя все как бы чего не вышло. Слушайте, если они захотят, войдут и сделают все, что только пожелают. Это же самые влиятельные люди в мире. Ну, один из них. Надо их совсем отвадить сюда ехать. Вообще. Так. О, молодцы. Вот и обсудили. Мгм. Все. Каюк. Все, у меня больше нет идей. Отматывайте все назад и будь что будет. Санитарный день. Это ведь не сработает. Не сработает. События такого масштаба крайне детерминированы. Так. В шкафу есть клей-момент. Клим, тащи сюда, мужики, не стойте, осколки Кто соберите. как, а я уже во все готов поверить. Действительно. Ой, что происходит? Так, ну вот, используем. Ой. А что мне надо сделать? Что? А, вставить. Может, паяльником надо было? Нет, в смысле, а что надо сделать? Убрать. Нет, вот эту, давайте вот эту. Так, и что? Вращать. А, и эту фигню вращать. Да нахрена ее вращать? Так, давайте вот эту теперь. А я не пойму.
Если ремонт Всё щас инопланетной сделаем. техники клеем момент сработает, то я сделаю себе татуировку в форме пятна Горбачева. Зачем же? Это здесь вообще при чем? Вася, ты связь-то держи. Я пошутил, если что. Ну, спасибо. Отлично. Так, ну что, давайте. Работает. Угу. Осталось только усилить подходящим источником энергии. Так, а если Думайте, второй раз разорвет? Времени мало. А вы просто в розетку ее впендюрить не думали? Честно говоря, нет. Ну а чё ж мы тогда? Но я подумал, что если технология космическая, то и энергия нужна космическая. Да, поэтому... Я просто не рассчитал мощность источника. Нам нужно найти резистор. К Блиновской Ни ее одна схема не представляешь, работает чтобы без космическая была энергия. Да. Подойдет обычный? Подойдет, подойдет. Вот только где его достать? У нас тут один буянить начал. Ну и телевизор разбил. Посмотрите на полу, вдруг в обломках найдете. Господи, какие вы долгие. Это самое долгое и нудное спасение мира, которое я Так когда-либо есть. видела в своей жизни. А часы электронные умеешь чинить? Да подожди ты! Должно сработать. Мгм. Так, Москва вот здесь. Переносимся туда, думаем, как и где подкараулить Ельцина с Бушем. Решительно просим их не приезжать. В шляпе. Я отправлюсь Будь с вами, здоров. конечно. Ты что творишь? Вась, Я ты говорю, дурак? он буйный. Степа, вяжи его нахер. Да послушайте меня. Вась, нас сейчас всех убьет, а план действий был только у него. Да дайте сказать. Тихо. Я знаю, что нам делать. Я совершенно точно знаю. Мы никак до них не доберемся через всю охрану. В спальне нам ни одного, ни другого не подкараулить. Все. Нельзя мелочиться. Надо радикально проблему решать. Значит, все-таки в будущее прыгнем? Давай на Таити это сделаем. Мне климат нравится. Откуда Нет. ты знаешь? Все просто. Вы задумаетесь, что с нашей страной стало? Почему все так получилось? Да как-то сейчас не до этого, может потом все-таки? Да послушай, я теперь понял, зачем они к нам прилетели и чего они от нас хотят. Они здесь, чтобы нам второй шанс дать. Твою налево. Он не окочурился? Жив. Так вот, Михалыч, мы же... Да у мы же меня просто в серия шаге от 12 того, чтоб минут всё назад исправить. закончилась. Вообще всё. Вы 12 Возможности минут безграничны. сопли наматываете Хватит на бояться, кулак, Михалыч. ребята. На нас вселенская ответственность. Мы воскресим Ильича. А захочешь Троцкого? Хочешь, Сталина из истории сотрем? Что за вечер воскрешений? Не, вы только Просто посмотрите. объясните. Я вас... Будто других мнений на Просто свете не бывает. прочитайте Ты что с кладбище Михалыча решаешь? домашних А животных. что, если он себе ноги вернуть захочет? Ну, вдруг ему не надо вот этих вот твоих всяких. Да. И вдруг ему счастье Которые вот человеческое эти вот. нужно. Свои, а тебе которые вот на вот это эти все вот. плевать. Да и проходили мы уже это все. Проходили. Нам по-другому как-то надо порядок навести. Железный, чтобы мужик при работе и зарплаты. Ты-то куда лезешь? У тебя на глазах человека чуть не убили. Участковый тоже мне. Он что, так и будет тут лежать? А что с ним делать? Так, мы пойдем в будущее. Я семейный человек. Да, я, может, и правда человеческого сугубо хочу. Но о ногах, то о ногах думаю, то решения какие-то вспять повернуть хочется, чтоб с семьей ближе был. И как-то жизнь по-другому сложилась. Вась, не будем мы никого воскрешать. Нам живая сила нужна, а не живые мертвецы. Мы теперь в будущее пойдем. А пойдем. Ну хорошо, хорошо. Слушайте. Нам дан шанс махом все исправить. Все. И мы им воспользуемся. Нет, Ленина мы воскрешать не будем. Нам не нужно возвращать былое. Нам молодость нужна, будущее. Мы воспользуемся пространственно-временной воронкой, но далеко нам ходить не надо, нет. Если у нас не получилось спасти страну, то нам помогут те, кто этого хотел и просто оказался не в том месте. Понимаете, нет? Нет. Не совсем. Но я думаю, что сейчас ты в состоянии сказать что-либо вразумительное. У нас очень мало времени есть. Так. Я не в состоянии. Я Там не было в состоянии. написано в... Да я... Нет? Да это ж гениально. Озарение. Как же я сразу мог этого не пожелать. Но я ведь тогда еще не понимал, с чем мы столкнулись.
Мы очень бережно поступим с тканью пространства и времени. Мы отправимся назад всего на год. Вы поняли? Всего на год. Мы откроем один портал в Риге в 91-м, заберем оттуда отряд ОМОНа, а выходное отверстие перекинем прямо на Красную площадь, и родина наша будет спасена. Ага. Совсем кукуха протекла. Что-то это какой-то вообще у рижского ОМОНа не план. получилось. Нам нужны те, у кого вышло. Китайский ОМОН. Ну конечно. Как я раньше не додумался. Ну, естественно. Отправляемся на Тяньаньмэнь в день самого-самого столкновения. Там ставим точку выхода на Кремль в наш день. Толпа разъяренных рыцарей коммунизма быстро вернет Красное Знамя на свое место. А мы поведем их вперед. Все, приплыл парень. Да, походу в натуре приплыл. Логика тут есть. Какая логика? Я бы Что? по-другому сделал. Не получилось у нас с коммунизмом. Да уже и не получится. Надо проще. Надо в 905-й. И чтоб конница разъяренная в воронку эту влетела. Да как вышла, да как навела порядок на земле русской. Ух! Неправильно вы все говорите. Все вы куда-то взад народ затянуть хотите. Все вам не имется по своим местам расставить. А чтоб с народом посоветоваться, это не. Это мы вам сами расскажем, чего вам от жизни надо. Михалыч, не слушай их. Надо в будущее метнуться по-быстренькому и там у них поучиться, как дела делать. Аппаратуру закупим, а потом вернемся и такой бизнес замутим. Какой бизнес уже разнесет Школьничество планету? сплошное. Нам надо решать проблемы человечества, а не искать как бы жопу Нам надо потеплее заканчивать пристроить. серию. Сколько можно Всё. уже, люди? Сменилась эпоха. Оно не Не сохраняется до личного просто, нам больше. понимаете, между Это вот мы этим раньше вот всем. человеками поодиночке были, а теперь, как они прилетели, мы — человечество. Так, а почему вы думаете, что я вообще хочу так рисковать? Мне как-то страшно от всего этого, что ли. Я не знаю, как нам поступить. Слишком велик риск испортить жизнь всем, чтобы себе шкуру спасти. Отлично, давайте попробуем. Нет, вот это вот. Мы тебе лишь варианты предложили, а решать? А решать только тебе. А почему только мне-то? Чё я-то? Хочется на землице-то русской. Да запускайте вы ее уже. Взрослеть пора, Михалыч. Давай, долой вот это все горлопанство и айда деньги делать и другим не мешать. Хорошо, только бандуру-то мне разбили. Так, летим в 905-й, летим на Тяньаньмэнь, летим в будущее. Ну, деньги или нет, а другим не мешать. Это, как по мне, так самое главное. По-твоему поступим, Клим. План, конечно, изощренный, но, быть может, и правда на родину мне хочется. А сейчас ощущение, словно я кровь зря проливал, Вася. Я на твой план очень полагаю. Да это тупость. Это тупость. Какую родину? Может быть, реально лучше в будущее отправиться, там какими-то технологиями заручиться, чтобы потом сюда вернуться и здесь что-то исправить? Ну это просто такой бред. Зачем нам вот это все говно? Зачем? Что вы там хотите изменить-то, я не понимаю. Полетели в будущее, там в прошлом один отстой. Мне кажется, что тут вообще нечего ловить вот в этих двух планах. Какая разница? Один хрен они все равно упадут сюда, на эту кужлевку, и будет все то же самое. Какая разница? Нам же надо им что-то противопоставить. Вот, другой разговор. Запускаю. Идея Клима звучит заманчиво. Спасибо. Давайте. Ну, вообще, мне кажется, что это все бред. И вообще, и одно, и второе, и третье, и вообще все. Я, наверное, чего-то не поняла. Ну все, мы на этом заканчиваем. Вот, акт 11. Временной коллапс. Временной коллапс у нас в серии случился. В общем, под эти крики душераздирающие я прощаюсь с вами на сегодня и на завтра. И, ну, еще долго я буду отходить, короче. В общем, вы свое мнение пишите в комментариях, как всегда. Я пойду думать, а вы пока подписывайтесь, что ли, на канал, там лайк можно поставить. Напишите мне что-нибудь в комментариях успокаивающее. А пока вот подписывайтесь на канал, да, вот
Все ссылочки, как всегда, в описании. Технику отовсюду. Всех уже люблю. Пока-пока.